Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 7-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 19. Рай для гангстера с Фудзиямы. Рай для гангстера с Фудзиямы. Чё? Надо написать. Рай для гангстера с Фудзиямы. Чё? За последний год я всегда просыпался с больной головой в одних и тех же местах. Иногда в каюте торпедного катера, но чаще здесь, в моей комнате. Ну, у тебя хотя бы комната. В дешевом отеле с видом на Ранапур. Да, потому что им Впервые подорвали. за год я окажусь далеко отсюда. В том месте, что мне больше не принадлежит. В той стране. Ты что, в Японию летишь? О, он летит домой. Кстати, там в комнате была его гавайская рубашка, которую ему Рэви подарила. Рок, это ты? С Новым годом! Хоть здесь это и не чувствуется. Только фейерверки пускают. Смотрите, Ага. банкноту Джейн. Здесь весь город украшен по-новогоднему. Прикольно. Как там Рэви? Непрерывно жалуется. Ей не нравится токарев, который ей дали. Второй день в дурном настроении. Счастливчик. Она ведь поехала с тобой, потому что беспокоится. О. Да. Мне пора. Еще позвоню. Давай еще позвоним. Снег пошел. В Нью-Йорке все хуже. Да? Но все равно знакомо. Вы еще понятия не С имеете. тех пор, как уехала оттуда, не видела снега. Как тебе Япония? Уже несколько типов приставали. А когда я отвечала, кривили морды и называли меня Гайдзин. Меня эта страна бесит. О, балалайка. Впервые видимся лицом к лицу. Спасибо, что приехали. Это мои люди. Да, понятно. Как мне к вам обращаться? Можно просто балалайка. Я Переводчик. все знаю от Лаптева. Мы хотим на время создать базу в Токио. Ну, ты посмотрите на рожу. Спасибо за помощь. Если вы будете с нами, вам нечего бояться. Как вы, наверное, слышали, Совет Безопасности Канто хочет избавиться от гайдзинов. Ну и? Русского Лаптева потому и выгнали. Ага. И я решил, что мы можем быть вам полезны. Так. Я считала, что семья Васимина — часть Совета Безопасности. Мы там чисто формально. Союзу Коуса мы многим обязаны, и мы много вложили в Совет Безопасности. Но нельзя из чувства долга оставаться на дне. Наши интересы взаимовыгодны, Банда-сан. Вы желаете увеличить свое влияние с помощью нашей силы. Мы зажжем новый огонь в этом городе. Ага. Быстро схватываете. Если вы подавите Союз Коуса, Совет Безопасности с нами уже ничего не сможет сделать. Всё У ясно. нашего клана есть еще шанс. Я слышал, что вы лучше всех русских умеете разжечь пожар. Вас интересуют наши силы? Наши силы совсем не похожи на те, что есть в этой стране. Нет. Мы военные. Я покажу вам. Это я. Все на месте? Хорошо. Переводчик-сан. Она перешла на русский. Отлично. Приступайте. Видимо, она уже начала исполнять Для начала мы договоренности. взорвем один из клубов, принадлежащих Союзу Коуса. Взорвете? Да вы с ума сошли! Попусту брецать оружием совершенно бессмысленно. Так отель «Москва» ведет свои дела. Мы уничтожаем все на нашем пути. Ну, это правда. Потому мы здесь. Хорошо. Будем считать, что это салют в честь начала битвы за клан Васимина. Вы мне нравитесь, балалайка-сан. Не. В 18 часов произошел взрыв в районе Кабуки. Вся эта якудза замерла в полном ужасе.
Я рад вернуться, но это слишком. Я не хочу, чтобы они устроили войну на моей родине. Она в отличном настроении. В Ранапуре давно не было большой драки. Да, псы, она в кайфе. Она из тех, кто откажется от секса, если есть война. О, Это неправильно. Они маньяки войны. Растеряли часть шариков и роликов в Афганистане. правда. Слушай, Рок, это что, Открыли ярмарку. Новый год же. карнавал? Это интересно. Эй, водитель, Пожалуйста. Нифига себе. не вижу каруселей. На японских праздниках их нет, Рави. Рэви в обычной обстановке. Пожалуйста. Спасибо. Третий. Оправдываешь прозвище, двурукая? Ты прав. Кто я, по-твоему, такая? Никто не сравнится в стрельбе с Ребеккой. Четвертый. Жаль, моего Катласа со мной нет. А, Я бы за 3 секунды тут все опустошила. Хотя в этой стране устроить перестрелку практически невозможно. И полицейских не подкупишь, как в Ранапуре. Если уж мы тут, то... скучно, да? Ну, посмотрите на Рока. Что такое? Что-то вспоминаешь? В смысле? В смысле? Это твоя страна. Разве у тебя тут нет никого? Ну, Родных? семьи, например. Тебя же не с грядки сорвали. Я думал, нехорошо совать нос в чужие дела. Да нет. Просто интересно стало. Ты явно сильно о чем-то задумался. С тех пор, как ты наставила на меня ствол на катере, уже год прошел. Быстро. Да. Год, целый год. Странно. Это место мне хорошо знакомо. Но кажется, что я его совсем не знаю. М, Моя семья плохо ладит. Старший брат в правительстве. А. У него все хорошо. Я не попал в университет и пошел работать. От меня ничего и не ждали. Им, похоже, все равно. Но твои предки живы, да? Хотя бы позвонил бы им. Ты пока на свободе. Это твой шанс. Иначе однажды ты их больше не увидишь. По-моему, у тебя нормальная семья. Разве не стоит зайти домой? Ты ничего не украл, никого не убил. Пойми меня правильно. Я просто сказала, что тебе стоит с ними увидеться. Я, наверное, не совсем нормальный. Потому что связался с вами, верно? Это все от Рэви услышать. Если честно, я в шоке. Что? Есть. Еще один и будет рекорд. Черт, его наверняка утяжелили. Эй, эй! Есть. Эй, Рок, Она говорит, что сбила все мишени и просит приз. Нет, нет, обманывать нельзя. Говорит, что это не считается. Потому что ты его толкнула. слушай ты. Да какого Попов. хрена я сбила все мишени? Чего? По-японски говори. Да пошел ты к черту, Что ты сказала? Рэви, прекрати! сукин сын. В Японии по-японски Кто разговаривай. это, интересно? Кин-сан. А это кто? Видимо, это какой-то местный авторитет. Прошу прощения, уважаемая. Сейчас Новый год. Нам всем надо радоваться. Пожалуйста, умерьте свой пыл. Ну, да, это, видимо, местный... Какого фига? Какого фига? Видимо, это ее противник. Будет. Рэви, идем. Не надо всем мешать. Рок, мальчик, ты его защищаешь? Не стоит делать глупостей. Жизнь коротка, и надо ей радоваться. О, как. Да, видимо, это местный такой жесткий. Ты отвела душу, может быть, стоит сохранить лицо. Но нет. Рэви! Ты куда, Рэви? Идем! Круто. Ну? Может, выпьем саке? Угощаю всех саке. Сейчас холодно. Можно простудиться. Кто ты такая? Девочка, Да, я согласен. Не люблю ссор, так что лучше это. Кто это такие?
Видимо, это какие-то... Ну, и что же получается? Ладно тебе. К тому же скандалом ничего не добьешься. Да я все равно не в настроении. Она не в духе. Я очень рада, что все уладили. Ну да. Ой, Извините. Да, прошу вас. Ну, Вы учитесь? Или свой бизнес? Ну, да, Держим за... и то, и другое. Учитесь и бизнес? Мой отец был предпринимателем, а он, Гинзи-сан, был как бы учеником моего отца. Если в Такамате случается спор, все идут к Гину. Здорово, правда? О, как. Так он вдруг стал мировым судьей в Такамате. Понятно. Я решила помочь ему с магазином после уроков. И совсем не ожидала. Она просто очень вспыльчивая. Кажется, я кое-что понял. Я очень рад, что ничего не случилось. Она не японка? Китаянка. Американская китаянка. Американская китаянка. Она, как бы сказать, работает вместе со мной. Я переводчик у русских, и она помогает. А она бешеная машина. Международная работа. Это здорово. Да не очень. Фирма маленькая, всегда много проблем. Да. Много работы, опасностей. Опасности? Да, вроде того. Что это с ним? Чё смешного? Девушка, вы необычны. Эти глаза, Все ясно. недобрые глаза. Глаза бойцовой собаки. Я представления не имею, зачем ты мне это рассказываешь. Будь. Будь. Ты такой же, как я. Кровь и сила. Я это чувствую. Такие люди видят. Голодает. Девочка, не стоит переохлаждаться. Да. До свидания. Так мы и встретились. Да, а как тебя зовут? Юкио. Юки. Юки, как снеговик, и О, как нитка. Я в тот день еще даже не подозревал, насколько сильна тьма. Интересно. А, понятно. Да. Спецназовская спецоперация. 2:30. Мы атаковали штаб-квартиру Союза Коуса. Ой. Результат: 12 убитых. У нас и среди посторонних жертв нет. В 2:37 операция завершена. Надо было заказать русский чай. Нет, не хочу лишнего шума. Может, жареного хлеба? А что не ешь, сержант? Спасибо, пока не хочется. Не стоит пропускать завтрак, сержант. Вредно для здоровья. Когда приехала полиция? Место оцепили в 3:05. Безопасность усилили. Один из Васимины занимается радиоперехватом. Ждем, когда Рок переведет подробности. Оперативность важнее всего. Пусть немедленно займется. Есть. Узнаю балалайку. Ясно, почему шеф Северин рекомендовал вас. Шеф Северин. Хватит лизать задницу, Василий. Ты совершенно вывалил в грязи репутацию нашей фирмы. Хочу быстро здесь все закончить и вернуться в Ранапу. Там пороховая бочка. Нельзя ее надолго оставлять. О, как. Интересно. Увидимся в 6. Ты нос не задирай, балалайка. Я большая шишка в Москве. Ага, все ясно. Ой, прости. Плохо запоминаю тех, кто делает карьеру деньгами, а не талантом. Запишу твое имя на долларовой бумажке. Гавкай, гавкай, отставная сучка. Да, зря это. Очень зря. Предупреждаю. Я не выношу двух вещей. Холодных блинов и тупых бывших ГВшников. Держи голову пониже, чтобы пуль не словить. Да, не пальцем деланное, а то пройти через Афган. Вот этот тип. Я понял, кто это. И та девочка Юкио. Босс, Босс. Я правильно понял, кто это.
Дети сейчас больше любят видеоигры, чем это. Сколько еще собираешься этим заниматься? Лучше продавать это, чем толкать наркоту или торговать женщинами. О, как. Видимо, он... Думаешь, мне самому это нравится? Когда старик умер, Ага, все ясно. наш клан оказался на краю нищеты. Мы уцелели лишь потому, что старик и глава Союза Коуса считали друг друга братьями. Их уже нет. А эти мерзавцы никому не дают стать главой клана уже 3 года. Мы единственный, кто остался верен старику. Он заботился обо мне, когда я приехал сюда из Киото. Поэтому надо что-то делать. Видимо, речь идет об отце Юкио. Об отце. Ген, ты сказал, что звать чужаков позор для якудзы. Но это только если бы у нас было имя. Нет, Старик не согласился бы. Сейчас я запускаю большое дело. Вместе с русскими сталкиваю тех, кто над нами. Ты понимаешь, что это значит? Они же пытались нас уничтожить. А русские всегда русские, где бы ни были. вот именно. У них нет ни капли чести. А мы доделаем Ну, остальное. не знаю про честь. Так что ты хочешь сказать? Я хочу, чтобы ты снова взял свой белый меч. Чтобы снова навело на якудзу ужас имя Гинзи-убийцы. Ты появишься вновь. Ну что ж, я очень благодарен, что ты заботишься о девочке. Я понял, что ты хочешь, но твои слова совершенно неблагородны. Когда я вынимал свой белый меч за старика, это было благородно. Я понял. Ладно, еще зайду. Ну, это якудза старый У закалки. этих русских свой переводчик? Да, свой. Кто это? Молодой парень, на пару с невоспитанной девчонкой. Выглядит совсем обычно. Так сказать, похож на человека, который пришел в пьяный кабак со своей птицей, супом, зеленью, тарелкой и даже котлом. Да, есть такое. То есть пришел... Слушай, я тут пройдусь пока. Давай, иди скорее. Я подожду. Но не очень долго. Пока я это не допью. После этого я уйду, приятель. Акадзима. А, зайдешь, значит? А небо везде одинаковое. Что здесь, что на Мод-стрит. Да посмотрите на нее. Эй, детишки! Может, это и игрушка? Но давайте представим, что он настоящий. Я покажу вам, как надо стрелять. А, не понимают? Круто! Правда круто? Просто чудо. Как Энни Окли, правда? Джек Маккол. Я пришла отомстить за Дикого Билла. Победишь меня, Джейн? Ну, иди сюда. Детство, блин, решила наверстать. Мы проиграли. Нет, все не так. Люди так не падают. Так только в кино и по телевизору. На самом деле ты внезапно теряешь силу, понятно? Как будто все исчезает ниже коленей. Ноги подкашиваются, и ты падаешь головой вниз. Сейчас покажу. Вот ты. Умри! Это совсем не круто выглядит. Да, хорошо сказано. А смерть всегда такая. Это не круто. Это не круто, это хреново, очень. Что ты делаешь? Да так, Давно смотришь? С того места, где ты ворвалась в салон Дедвуд. Правда, сценарий другой.
Джейн катастрофа не словила пулю в салуне. Черт! Надо бы посмотреть тот фильм. Мой пистолет! Иди сюда. Расскажешь об этом Датчу или Бенни, и я тебе все отрежу и заставлю сожрать. Я Ничего, расскажу ничего не Дачу или скажу. Бенни. Да? С предками повстречался? Ну, подошел к дому, Нет, не вошел, да? но никого не встретил. Их нет дома. Что? Нет, ничего. У нас еще есть несколько дней. Это да. Почему он не зашел домой? Это же родное для него место. Родное для него место. Эх, парень. Эх, парень. Она понимает. Она прекрасно понимает, о чем речь. Она прекрасно ясно. Ну, интересная арка началась. Рок вернулся домой. Япония. Потому что, видимо, у Москвы есть там свои цели. И для этой цели они используют отель «Москва». Одного из своих нелегальных, так сказать, подчиненных балалайку. Я как понял ситуацию, там она объединяется с второстепенным кланом, чтобы убрать правление таких кланов повыше. И Рэви вместе с Роком так случайно напоролись на одних из представителей этого клана. Сейчас Новый год. Нам всем надо радоваться. Ну, ясное дело, абсолютно случайно это произошло. Да ничего страшного. Они повстречали Юкио и Гена. И полностью прозвище имя Гензи-убийца. Видимо, это отставной боец, отставной солдат, который присматривает за дочерью покойного главы клана. Нынешний, скажем так, капитан, не сумев, скажем так, снова поставить свою семью в одну из ведущих семей в правлении кланов, как я понимаю, обратился за помощью к русским. Ну, видимо, это они не обратили... Ну, кажется, там такой общие интересы. Отель «Москва» там отдельно работает, и семья этой девочки, Юки, скажем так, им выгодно это, и дают им полностью всю поддержку. Ох, почему-то, мне кажется, все это очень плохо закончится. У меня такое ощущение, что этот Гензи, он полностью окажется прав. Ты сказал, что звать чужаков позор для якудзы. У меня очень плохое предчувствие. У меня такое предчувствие, что этот Гензи вместе снова возьмет меч в руки и пойдет против русских. У меня почему-то вот такое впечатление сложилось, и он очень недоволен тем, что происходит. Вместе с русскими сталкиваю тех, кто над нами. Вообще он нарушил одно из таких, скажем, уличных правил. Никогда не выноси ссору из избы. Старик не согласился бы. Он считает ниже достоинства звать третью сторону решать твои личные проблемы. И, видимо, это аукнется. Вот почему-то я, конечно, там не согласен по поводу тех слов «русские всегда русские» и у них нет никакой чести. Я с этими, между прочим, в корне не согласен. Японцы просто немножечко такие жесткие нацики, они воевали против русских во время Второй мировой войны. Ну, короче, там и была русско-японская война. И мне почему-то кажется, сейчас эта ненависть проявится во всей своей красе. Да вы уже видели, господи, ребята, спецназовцы мочат всех направо и налево и даже не могут фиксануть. Уважуха. Красиво, мощно, элегантно, с мертвыми глазами. Даже глаз не моргает, когда они грохают у людей. Мы увидели какого-то Шева Северина, которого балалайка нагнула. Предупреждаю. Как самого последнего фраера. Да, тот момент, когда Рэви играла вместе с детьми. Джек Маккол, я пришла отомстить за Дикого Билла. Давно смотришь? С того момента, когда ты зашла в салон Дэдвуд, только Джейн Катастрофа не словила пулю. Это фильм «Джейн Катастрофа» 1953 года. И снова отсылка к одному из легендарных, между прочим, фильмов, которые повлияли, как видимо, на создателя сие произведения. И последние слова Рэви. Почему же он не зашел домой? Почему он этого не сделал? Это же родное для него место. Рэви понимает цену родного места. У нее
Не было родного места. А это у него было, и он этого не понимает. Он не понимает, что рутина и все вот эта серая жизнь намного лучше, чем жизнь красная, в которой Реви с детства по горло. Это была 7-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Благодарю, что смотрели вместе со мной. И увидимся уже на 8-й серии. Удачи!